Всем привет, дорогие помпинчики и случайные зрители. Сегодня у нас на повестке дня ультрамарины. Мои ультраши уже пожилые. Они у меня из стартера Now No Fear и были покрашены мной еще году эдак в 17-м, точно не помню. Тогда еще только-только вышла 8-я редакция правил настолки, а потому пришло время немного освежить их видок. Ну вот наш обсохший и загрунтованный боевой брат готов принимать на свои доспехи благородные ультрамаринские цвета, а потому перейдем же к самому процессу покраса. Увы, но начать придется с самого скучного этапа, а именно с базового цвета силового доспеха. Для этих целей я использую Macrack Blue. Полностью покрываю им все части брони и по возможности стараюсь не залезать на другие элементы, кроме самой брони. Но так аккуратничать не обязательно, просто я так делаю, чтобы в дальнейшем мне не пришлось подправлять косяки. Многие не парятся и полностью покрывают миниатюру базовым цветом. И да, совет для совсем малюток, кто не красил еще никогда. Всегда разбавляйте краску водой. Лучше 1000 тонких слоев, чем один жирный. Теперь проливаю доспех сильно разбавленным абаддоном. Почему именно абаддоном, а не как нормальный человек это делает проливкой? Во-первых, я ненормальный. Во-вторых, как я говорил в своем видео про Бладрейвена, с проливкой есть риск переборщить и получить очень неприятный блеск. Сильно разбавленная водой краска этот риск уменьшает, но не исключает совсем. Так что даже с ней нужно быть осторожным. Проливаю я космодесантника в два подхода. Первый, полностью нещадно покрываю всю миниатюру, но в меру. Второй, после высыхания предыдущего слоя проливки в кавычках, снова прохожусь по миниатюре, но уже только в углублениях, куда с предыдущего раза не попала краска. Теперь высветляю базовый цвет доспеха с помощью Kalider Sky. Делаю это техникой полудрейбраша, когда кисть едва влажная, но не сухая и не мокрая. Просто прохожусь кистью по всей поверхности доспеха, чтобы краска цеплялась за все выпуклые и выступающие места. Далее еще дополнительно точечно прохожусь по всем угловатым выступам и выпуклым поверхностям. Теперь наношу базовые цвета для печати чистоты и линз шлема. Делаю это смешанными Mephistoном Red и Rhinox Hide. Мешаю их 50 на 50. Вообще для этого бы я использовал Khorn Red, но под рукой его у меня, увы, нет. Далее для базового цвета пергамента использую Karak Stone. Теперь проливаю все это дело сильно разбавленным Rhinox Hide.
Теперь беру Mephiston Red и высветляю им печать и линзы. Снова беру Каракстон и высветляю пергамент. Теперь перейдем к наплечникам. И сейчас сразу проговорю момент, что наши ультрамарины из 7-й роты, поэтому окантовка их наплечников будет фиолетового цвета, а не золотые, какими большинство привыкло их видеть. Золотые — это 2-я рота. В качестве базового цвета окантовки я использую Валеховский Violet 70960. Высветляю их с помощью Валеха 70959. Делаю это в основном проходясь по граням ребром кисти и стараясь не намазать лишнего. Теперь возвращаемся к линзам и оптике, печать не трогая. Легонько по мелкой области проходимся Evil Sun Скарлетом. Имитируем свечение. Берем Wild Rider Red и проходимся по еще более мелкой области линзы и на грани под ней. Теперь кобура и подсумки. Беру Rhinox Hide и полностью их покрываю. Теперь ранее упомянутым полудоребрашем наношу на них вот этот цитаделевский коричневый. На этом этапе высветляем болтер и остальные черные элементы. Берем Ancient Grey и следующим образом наносим его преимущественно ближе к краям. Теперь берем Downstone и наносим его преимущественно на углы. Теперь металлики. Беру Load Belcher и следующим образом наношу его на все элементы, которые должны быть металлическими. Но не покрываю всю поверхность полностью, а также делаю это преимущественно ближе к краям и на выступающие части. Теперь беру Gehenna's Gold и покрываю им все золотые элементы.
Теперь проливка золота. Сейчас один из тех редких случаев, когда проливку я все же использую. Беру агракс и наношу его на все золотые элементы. Теперь высветляем наше золото. Берем Iron Breaker и наносим его по выступам на золотых украшениях. Ну а теперь вишенка на нашем синем торте. Рисуем эмблемы. Мы будем использовать эти три цвета и идти от темного к светлому. Начнем с эмблемы тактического обозначения, а после перейдем к символу ордена. Первым шагом визуально на глаз делим наш наплечник на две половины и рисуем по центру вертикальную линию. Далее под ней рисуем горизонтальную линию покороче и чуть выше середины подлиннее. Теперь длинную соединяем с верхним концом вертикальной линии. Далее нижнюю горизонтальную соединяем с верхней и полностью закрашиваем наш силуэт. Теперь проходимся по всему силуэту светло-серым, затем завершаем все это белым. Делаем мы это все в три цвета, чтобы рисунок был объемнее и фактурнее. Если вы сразу будете рисовать белым, то результат вас вряд ли порадует. Ну вот наша стрелка готова, переходим к омеге. И да, для эмблем я взял другого космодесантника, но суть все равно остается прежней. Здесь мы тоже визуально делим наплечник на две половины и рисуем дугу. Далее слегка наращиваем ее и дорисовываем на ее концах небольшие полосы, после чего также проходимся по ней светло-серым и белым. Вот такой вот получился ролик. Надеюсь, вам было интересно и он окажется для вас полезным. Спасибо вам за просмотр. Если у вас остались вопросы, то пишите их, пожалуйста, в комментарии. На этом у меня все. До встречи в следующем видео.